Книга перемен — это не книга в привычном смысле. Это не философия, не религия и не сборник советов. Это система знаков, через которые описываются изменения. Не сами события, а то, как они формируются и во что переходят. В ее основе лежат 64 гексаграммы, комбинации из 6 линий, где каждая линия либо сплошная, либо прерывистая. По сути, это простейший бинарный код, но используется он не для вычислений, а для описания состояний. Каждая гексаграмма — это не ситуация, а фаза процесса. Не что происходит, а в каком состоянии находится происходящее. Внутри каждой гексаграммы нет длинных объяснений. Там короткие, почти обрывочные формулировки, образы, намеки, типа «плотные облака, но нет дождя». И если читать это буквально, кажется, что это набор странных поэтических фраз. Но это описание конкретного состояния. Накопление есть, напряжение есть, но реализация еще не произошла. То есть процесс уже идет, но результат еще не проявился. И вся книга построена на таких состояниях. Не на фактах, а на переходах между ними. Самое важное, что в ней есть, это идея, что ничего не происходит сразу. Любое событие сначала накапливается, собирается, складывается из множества мелких факторов и только потом становится видимым. То, что человек воспринимает как «вдруг произошло», на самом деле уже давно формировалось. Просто он это не видел. И книга как раз про это. Не про будущее, а про то, что уже происходит, но еще не распознано. Именно поэтому ее использовали не как инструмент предсказаний, а как способ понимать, в какой фазе находится процесс. Правители, управленцы, стратеги, им важно не угадать, что будет, а понять, что уже началось. Можно ли сейчас действовать или лучше не вмешиваться? Есть ли смысл усиливать или наоборот стоит сдерживать? Потому что одно и то же действие в разных фазах дает противоположный результат. И книга перемен — это попытка научиться это различать. То, что сегодня называют гаданием, на самом деле вторично. Монетки, жребий, случайный выбор гексаграммы — это просто способ зафиксировать внимание на одном состоянии. Не узнать судьбу, а увидеть, что происходит. Потому что человек обычно не видит процесс. Он видит только итог. Он думает, что реагирует на события, но на самом деле он уже внутри их последствий. И поэтому ему кажется, что все происходит резко и неожиданно. Это очень простая вещь. Есть состояние, которое еще не оформилось в событие. Есть переход, который уже идет, но не осознается. Есть результат, который кажется случайным, хотя он был неизбежен. Книга перемен — это не управление миром. Это распознавание того, как мир меняется до того, как это становится очевидным. И если это увидеть, становится понятно, что дело не в том, чтобы что-то контролировать, а в том, чтобы точно различать, где ты находишься внутри этого процесса. Сама механика не в тексте, она в том, видишь ли ты это в моменте. Точно так же, как человек может знать, что реагирует автоматически, но продолжать жить так, как будто он выбирает каждую реакцию сам. Книга перемен постоянно указывает на одну и ту же вещь. Ты видишь уже результат, а не процесс. Ты сталкиваешься с последствиями и думаешь, что это начало. Но это конец. И в этом вся проблема. Потому что когда ты видишь только конец, ты пытаешься что-то с этим сделать уже после того, как все случилось. Исправить, изменить, переиграть. Но сам процесс уже прошел. Он просто не был замечен. Это происходит не где-то на уровне больших событий, а прямо сейчас, в обычной жизни. Любая реакция — это уже итог. Любая мысль — это уже оформленный результат. Любое решение — это уже финальная точка цепочки, которая началась раньше. Но человек не видит, где именно это началось. И поэтому ему кажется, что он решает, выбирает, контролирует. Хотя по факту он уже внутри того, что сформировалось. И вот здесь книга перемен становится не чем-то абстрактным, а очень конкретной вещью. Она не говорит «делай так» или «не делай так». Она не дает советов в привычном смысле.
Она показывает: вот состояние, вот его направление, и вот к чему это ведет. И все. Дальше вопрос не в том, что с этим делать, а в том, видишь ли ты это вообще. Потому что если не видишь, любые действия будут запоздалыми. Поэтому там так много образов и так мало прямых указаний. Потому что прямые указания создают иллюзию контроля. А здесь ее нет. Есть только возможность увидеть структуру. И если это увидено, дальше не нужно принимать решение. Оно происходит само, потому что становится очевидным, что уместно, а что нет. Просто как факт текущего состояния. И в этом месте ломается привычное мышление, потому что человек привык искать инструкции. Что делать? Как правильно? Как добиться? А здесь этого нет. Есть только соответствие моменту. И если его нет, любые усилия будут создавать сопротивление. А если есть, даже минимальное действие попадает точно. И тогда становится видно еще одну важную вещь. Управление — это не воздействие, это не давление, это не попытка изменить ход событий. Управление в этом контексте — это способность не мешать тому, что уже происходит, и не ускорять то, что еще не созрело. Это очень непривычно, потому что противоречит идее, что все нужно делать. Но именно это лежит в основе всей книги. И если это перевести совсем просто, без всяких сложных слов, ты не управляешь миром. Ты либо вовремя видишь, что происходит, либо нет. И если не видишь, начинаешь действовать вслепую, пытаясь исправить уже сформировавшийся результат. А если видишь, ничего лишнего делать не нужно, потому что становится ясно, где действие вообще имеет смысл, а где оно просто создает еще больше шума. Книга «Перемен» не про мир. Она про тебя, когда ты смотришь на мир. И это очень легко проверить. Один и тот же день, одни и те же события. Но в одном состоянии тебе кажется, что все идет не так. В другом, что все складывается. Сами события почти не меняются. Меняется то, как они собираются у тебя внутри. И вот это и есть тот самый код, о котором все говорят, но никто не объясняет. Ты не видишь события напрямую. Ты всегда видишь уже интерпретацию. Причем она возникает раньше, чем ты успеваешь ее заметить. И дальше все начинает подтягиваться под нее. Факты, смыслы, реакции, решения. Как будто реальность подстраивается. Но она не подстраивается. Ты просто не видишь, как сам ее собираешь. Почему в этой книге так много образов, метафор, недосказанности? Потому что прямое объяснение на самом деле не работает. Оно сразу превращается в мысль. А мысль — это уже поздно. Это уже один из вариантов интерпретации. А книга пытается показать место до этого, где еще нет фиксированного смысла, где еще все может повернуться. И поэтому ее невозможно читать как текст. Ее можно только сопоставлять с тем, что происходит. Не в смысле «выпала гексаграмма, значит будет это», а в смысле ты смотришь на ситуацию и вдруг узнаешь в ней состояние. Не придумываешь, не объясняешь, а узнаешь, как будто уже видел это раньше. Тут как раз и происходит самое интересное. Ты перестаешь пытаться угадать, что будет, и начинаешь видеть, куда это идет. Это разные вещи. Угадать — это всегда про контроль, про желание получить определенный результат. А увидеть — это про ясность, когда становится очевидно, что если ничего не менять, это закончится вот так. Не потому что это судьба, а потому что так уже складывается. И тогда исчезает напряжение, связанное с выбором. Потому что выбор — это всегда попытка решить из непонимания. Когда ты не видишь, ты начинаешь перебирать варианты, думать, сомневаться, искать правильное решение. Но когда ты видишь состояние, выбор как будто схлопывается, потому что иначе просто не получается. И здесь появляется еще один слой, который редко обсуждают. Человек боится не будущего. Он боится неопределенности, неизвестности, того, что он не может собрать картину.
И поэтому он цепляется за любые объяснения, за прогнозы, за знаки, за подсказки. Но проблема не в отсутствии информации. Проблема в том, что он не видит сам процесс. И книга «Перемен» в этом смысле не про то, чтобы дать тебе ответы. Она, наоборот, отбирает у тебя привычные ответы и оставляет тебя в ситуации, где нужно смотреть. Не думать, не анализировать, а именно смотреть. Потому что только так начинает проявляться то, что обычно ускользает. И если совсем честно, это довольно неприятное место. Потому что там нет опоры на «я знаю». Нет ощущения, что ты контролируешь. Нет привычной уверенности. Есть только наблюдение за тем, как все меняется без твоего участия. И это сильно выбивает, потому что рушит идею, что ты управляешь процессом. Но именно отсюда появляется другое ощущение. Не контроль, а точность. Когда ты перестаешь дергаться там, где ничего не зависит от тебя. И наоборот, не пропускаешь момент, где действие действительно имеет смысл. Не потому что надо, а потому что это видно. И вот это и есть самое практичное. Не знаки и не трактовки, а сдвиг в том, как ты видишь происходящее. Потому что меняется не реальность, меняется точка, из которой ты ее проживаешь. Мы привыкли жить внутри мыслей, планировать, анализировать, оценивать, сравнивать, и в какой-то момент начинаем считать, что это и есть мы. Но мысль не источник. Она лишь отражение. Книга «Путь сознания. Выход за мысль» не о том, как думать правильнее, и не о том, как улучшить себя. Она о том, как выйти за пределы привычного мышления и впервые по-настоящему соприкоснуться с тем, что осознает. Эта книга родилась не из теории и не из пересказа чужих учений. Она выросла из прямого опыта наблюдения, тишины, внимания и постепенного распознавания того, что остается, когда мысль отпускается. Здесь нет мотивации, нет обещаний быстрых изменений и нет попытки убедить. Есть путь. Спокойный, честный. Иногда непростой, потому что он ведет не к образам, а к реальности. «Путь сознания» — это книга не для ума, а для распознавания. Она не требует веры, не требует согласия и не требует отказа от привычной жизни. Наоборот, она возвращает к жизни, которая проживается прямо сейчас, а не в мыслях о прошлом или будущем. По мере чтения может происходить странное. Мысли начинают замедляться, внимание становится шире, появляется ощущение тишины не как пустоты, а как живого присутствия. Не потому что книга что-то делает, а потому что она указывает туда, где ты всегда был. В этой книге нет линейного сюжета. Каждая глава — это отдельная настройка восприятия. Ты можешь читать ее по порядку или открывать с любого места, возвращаться, останавливаться, читать медленно. Это не текст, который нужно понять. Это текст, с которым важно быть. Выход за мысль — это не отказ от мышления. Это возвращение на уровень глубже, где мысль перестает управлять, а становится инструментом. Где появляется ясность без напряжения. Свобода без борьбы. И радость не как эмоция, а как естественное состояние присутствия. Если эта книга откликнулась тебе, значит, ты уже на пути. Осталось лишь перестать искать ответы вовне и позволить вниманию вернуться туда, где все начинается.